Что бы вам сказал нарцисс, если бы был честен с вами? Я ребенок, я тиран, я император. Да, я инфантильный, я капризный ребенок, я божественный. Я погружен в свои бредовые фантазии. Что я хочу от тебя? Просто поиграться. Ты не ослышалась, просто поиграться, больше ничего. Я хочу повеселиться. Я хочу, чтобы мы оба погрузились в мою бредовую фантазию, чтобы мы вместе отреклись от реальности и от правды. Ты должна принимать меня таким, какой я есть. Что бы я ни делал, любить и прощать, как бы любила меня мать. Я умный, и ты не должна мне давать советы или вести переговоры со мной. Вы не моего уровня, у вас нет права перечить или раздражать меня. Вы моя собственность, мой кухонный прибор, который я буду использовать, когда захочу. У вас нет права ожидать или требовать, незаменимых нету. Только я решаю, в какую игру мы играем. Когда я встречаю вас, я делаю скриншот. Потом идеализирую его и обрабатываю фотошопом. И ты должна соответствовать этому скриншоту. И я буду использовать манипуляции, газлайтинг, абьюз, дрессировку, промывание мозгов, делать все, чтобы ты была как тот снимок, тот скриншот, который я сделал в начале нашей встречи. Я взаимодействую только с внутренними объектами, не с тобой. Я использую скриншот, этот идеализированный фотошопом снимок, чтобы гарантированно разорвать отношения. Я использую это все для того, чтобы пройти через обесценивание и утилизацию и отделиться от своего партнера, который, по моему мнению, является материнской фигурой. Если ты не уйдешь, то я буду толкать тебя к измене, а потом скажу сам себе и своим друзьям, что ты недостойная, падшая женщина. Это моя фантазия о предательстве. И если ты останешься, то я покажу тебе все 50 оттенков садизма. После лавбомбинга вы увидите невероятный холод. Вы можете делать что угодно. Устраивать ревность, изменять. Мне все равно. Мне наплевать на вас. И ты поймешь, что я – это фальшивка. Я тебя использовал, чтобы разделить с тобой мою фантазию. Это как одна серия из большого сериала. Когда я говорю «я скучаю по тебе», это означает «я скучаю по тому, что ты мне предоставляла». Любая бы сошла вместо вас. У вас не было ничего особенного. Я всех идеализировал одинаково и отвергал и обесценивал тоже одинаково. Меня отвергла мама, и я буду делать с тобой то же самое. Еще у меня серьезные проблемы с памятью. Я не помню, как мы гуляли с тобой, как занимались сексом, что ты готовила кушать. Я ничего не помню. Я помню только 5% от всей своей жизни. Я погружаю вас в транс. Вы начинаете все забывать, есть проблемы с реальностью. Я создаю в вашем мозгу волновые узоры. Вы становитесь моим продолжением. Так я опутываю вас. Это похоже на гипнотическое внушение. Я внедряю в вас свои собственные мозговые волны, чтобы ваш мозг стал копией моего мозга. Вы беззащитны от такого оружия. Я хищник, и я это не контролирую. Вы передали тотальный контроль мне через совместную фантазию. Теперь вы для меня машина, инструмент. Вы будете пытаться поменять меня, но у меня нет разницы между фантазией и реальностью. Я разговариваю с вашим скриншотом, не с вами. Здоровому человеку это понять невозможно. У меня искаженная фантазия, и в моем мире должно быть все идеально, иначе я очень расстраиваюсь и буду мстить. У меня есть ложное эго, оно как раз и общается с тобой, а настоящее эго
это ребенок, маленький ребенок, который живет во мне. У меня проблемы с мозгом, у меня нет доступа к позитивным эмоциям. Внутри я пустой. Когда люди встречают друг друга, происходит синхронизация, слияние. Пожалуй, я этим воспользуюсь для того, чтобы мне было легче влиять на тебя. Я погружу тебя в хроническое горе. Это как вирусное заражение. Знаешь, почему ты не сможешь сопротивляться мне? Потому что я предложу тебе любовь к самому себе. Дам почувствовать любовь к себе грандиозному, к себе удивительному, к себе великолепному. Этот образ внушен вам на стадии бомбардировки любовью. Я предлагаю то, что должна вам была предложить ваша мать, дать вам безусловную любовь. Я становлюсь вашей матерью. Поскольку я в детстве не смог отделиться от своей мамы, то я ношу часть ее в себе, поэтому мне очень легко быть матерью для тебя. Я даю вам именно эту безусловную любовь, которую вы хотели получить в детстве. Но в один прекрасный момент я прекращаю материнскую проекцию, и это основная причина затяжного горя. Я отбрасываю вас в состояние младенчества. Теперь вы сирота. У нас будет сделка. Я буду твоей матерью, если ты будешь моей матерью. У нас будет двойственное материнство. Я буду любить тебя безусловно. Но в действительности любовь взрослых – это не безусловная любовь. Благодаря мне ты сможешь принять себя. Наконец, принять себя. Ключи от этой фантазии у меня, и я могу погрузить тебя в затяжное горе. Со мной ты почувствуешь материнскую любовь, и здесь весь секрет. Ты все время будешь думать, что больше никто нигде не сможет дать вам это. И я сам живу в состоянии затяжного горя всю жизнь. Я ребенок, которому отказали в принятии, отказали в безусловной любви. Я так и не смог стать самостоятельной личностью. Я пронизан горем, и знаете, что я делаю? Я экспортирую это горе вам. Это токсичное излучение, которое чувствуют люди. Я вкладываю в тебя свою ничтожность, и от этого ты будешь чувствовать себя отвратительно. Со мной вы погружаетесь в негативный аффект. Вы заражаетесь от меня горем. Быть со мной – это пронизывать и погружать себя на дно моего горя. Я мертвец, я пустота, внутри меня никого нет. Отношения поэтому будут мертвыми. Я и есть смерть. Я хочу переложить на вас этот груз, этот ужас, этот ад. Я хочу загрязнить вас. Я хочу разложить вас. Я хочу переложить все на вас. Но поскольку я создал симбиотичные отношения, и я теперь являюсь вашей матерью, то выбраться из этого равно ампутации. Если вы лишитесь какого-то органа, руки или ноги, то у вас появится горе, хроническое горе, патологическое горе, потому что вы лишились части тела. Расставание со мной – это то же самое. Это скорбь по самому себе. Вы оплакиваете не другого человека, вы оплакиваете себя. Расставание со мной – то же самое. Это скорбь по самому себе. Это оплакивание не другого человека. Вы скорбите по себе. Если вы меня ранили или дали повод обидеться, то я прекращаю свою материнскую опеку над вами, но вы должны оставаться моей матерью. Если вы прекратите скорбь, вы признаете факт потери себя. В этом мощь нарциссического абьюза. Я создал общую фантазию, в которой вы влюбляетесь в самого себя, в идеального себя. В начале отношений я отдаю, я ничего не беру взамен. Затем я создаю симбиоз, окружение, которое полностью для вас, на 100% для вас.
На самом деле я порабощаю вас, делая вас нарциссом. Я вас заражаю. Я отправляю вас в детство, создаю зависимость. Нарциссизм – это важнейшая особенность детства, но во взрослом возрасте это патология. На момент ухаживания я становлюсь вашей матерью, а вы становитесь ребенком. Вы такого никогда не испытывали. Это яркие, удивительные чувства. Я позволил вам это. Это наркотик, безусловная любовь. Никто не может этому сопротивляться, никто из живых или мертвых. Это наркотик самой жизни. Через материнскую любовь мы получаем силу для того, чтобы покорять мир. Я торговец наркотиками, я наркодилер, и я предлагаю наркотик. Еще никто не отказался от этого. Так что здоровые люди тоже купятся на это. В момент, когда вы это получаете, срабатывает симбиоз, и вы катапультируете обратно, как на ракете, вжих, в возраст 18 месяцев. И здесь ваша мать в виде меня, нарцисса. Я предлагаю это все: принятие, восхищение, идеализацию, то есть безусловную любовь. Это опасный процесс, потому что вы перемещаетесь со временем в возраст 3 месяца. Вы не можете отделиться, вы всегда в симбиозе, который называется общая фантазия. Вы и я одно целое, один объект. Вот почему, когда кто-то вам пытается помочь уйти от меня, вы не можете. Это означает уйти от себя. На протяжении того времени, когда я игнорировал тебя, бросал тебя, обесценивал тебя, я отобрал от тебя часть себя и твою возможность доверять людям.